Когда Марк прибыл на кладбище в Мадриде и увидел, что его родители лежат в одном гробу, глаза у него потемнели, а мысли смешались в хаотичный вихрь. Все вокруг — цветы. Священник, собравшиеся родственники, казалось декорациями к спектаклю, в котором он никогда не соглашался участвовать. Но самое странное были кольца. Грубо вырезанные деревянные ободы на пальцах его отца Энрике и матери Летиции. Они никогда не носили таких, да и не стали бы менять свои старые обручальные кольца, полные истории и символизма. Его жена София, заметив его реакцию, поспешила увести его в сторону, стараясь говорить мягко, но напряжение дрожало в ее голосе, когда она утверждала, что это было указано в завещании. Марк знал, что-то не сходится. Он помнил, как Летиция мечтала быть похороненной во Франции, рядом с предками, а Энрике говорил, что хочет кремации и свободы после смерти. Но София убеждала его, что родители поменяли мнение, что она лишь исполнила их волю, и при этом избегала смотреть ему в глаза, будто боялась, что он сможет прочитать в них то, что она так старательно скрывала. Внутри Марка нарастал протест, но он был настолько истощен недавними событиями, что не мог сразу собрать мысли. Всего несколько месяцев назад их жизнь рухнула. Его уволили, компания Софии оказалась мошеннической, счета росли, электричество отключали, а выселение было вопросом нескольких дней. Они держались из последних сил, пока родители Марка, узнав об их бедах, не настояли на переезде к ним в Мадрид, предложили работу, крышу и новый старт. Марк и София согласились, но с первых дней Марк ощущал, что в доме родителей что-то изменилось. Летиция стала осторожнее, тихой, будто носила в себе тайну, а София, наоборот, напряженной и странно уверенной, словно появилась у нее какая-то скрытая цель. Он замечал, как женщины избегали друг друга, словно между ними произошел разговор, о котором никто не хотел говорить вслух, и иногда ловил на лице Летиции выражение безмолвного беспокойства, появлявшееся мгновенно и исчезавшее, как тень облака. Затем случилась череда исчезновений. То Энрике уезжал на ночь, то Летиция уходила на встречи, о которых он ничего не знал, то сам Марк приходил к родителям домой и находил его пустым, словно хозяева испарились, а вещи оставались нетронутыми, будто время внутри остановилось. Его тревога росла, и каждый новый эпизод казался намеком на надвигающуюся катастрофу, но он не мог предположить то, что ждало впереди. Однажды он обнаружил дом разгромленным, с запахом дыма, следами борьбы и полуобгоревшей кухней. Родители исчезли, телефоны недоступны. Он позвонил Софии, но ее телефон был отключен, и от этого тишина стала пугать еще сильнее, как будто мир затаил дыхание. Лишь позже полиция сообщила, что нашла троих — Энрике, Летицию и Софию — в сельском доме за городом. София была связана, избита и дезориентирована, но жива. Летиция и Энрике лежали неподвижно, будто мертвы, накрытые простынями. Когда Марку сообщили, что его мать умерла, а отец едва дышит, мир для него рухнул. Он впал в ступор, перестал есть и почти не двигался, пока София, оправившись, не сказала, что пообещала его родителям, если что-то случится, взять на себя организацию похорон. Марк сопротивлялся, но был слишком слаб. Так наступил день церемонии. Все казалось неправильным. Один гроб, одно место, один ритуал, а не две разные церемонии, которых хотели родители. София отмахивалась, утверждала, что Марк просто не понимает тяжести момента, но ее голос дрожал уже не от скорби, а от напряжения, будто она ожидала, что нечто сорвется с намеченного плана. Но когда он подошел ближе и увидел деревянные кольца, что-то щелкнуло внутри, словно невидимая нить оборвалась. Он коснулся холодной руки Энрике и почувствовал едва уловимый пульс. Его мир перевернулся. Марк отпрянул, упал, потом вскочил
и закричал, что все, ложь, что его родители живы. Люди обернулись, кто-то тихо осуждал, кто-то думал, что он сошел с ума. Но затем рука Энрике дрогнула. Несколько людей вскрикнули. Один из друзей семьи проверил пульс и подтвердил — он жив. В тот момент Энрике, собрав остатки сил, приподнял голову и прохрипел «Это она! София!» и снова потерял сознание. Толпа пришла в движение, люди начали шептаться, кто-то бросился к Софии, кто-то к гробу, и в этом хаосе Марк впервые увидел в глазах людей ужас, осознание того, как близко смерть прошла мимо, оставив следы только благодаря случайности. София, побледневшая, утверждала, что ничего не делала, что сама была жертвой похищения. Но ее слова звучали глупо. Марк вспомнил деревянное кольцо. Кольцо, которое Энрике обещал надевать только в случае смертельной опасности. Он указал на него гостям, рассказал историю их французского друга-художника, и тогда смысл стал очевиден. Родители знали, что им угрожает опасность. Они готовились. И София — часть этой угрозы. Полицейские прибыли быстро, окружили Софию, но прежде чем ее увели, под давлением толпы она сломалась. Сквозь истерические рыдания выпалило признание. Она ввела Энрике и Летиции препарат, создающий эффект мнимой смерти, рассчитывая, что, как последний свидетель, получит половину состояния и долю компании. Но Летиция умерла от передозировки, а Энрике оказался сильнее, чем она думала. София ненавидела свое признание, но еще сильнее — Марка. В ее глазах мелькнула ярость, когда она кричала, что устала жить с бедным человеком, который слишком привязан к родителям, вместо того, чтобы стремиться к власти. Когда ее увели в наручниках, Марк стоял неподвижно, словно застывший во времени, чувствуя, как с каждым вдохом внутри него образуется пустота, похожая на зияющую рану. Впоследствии Энрике похоронил Летицию во Франции, а сам ушел от дел, не желая возвращаться к бизнесу, который напоминал о трагедии. Марк попытался продолжить семейное дело, но скоро понял, что душа его принадлежит не бизнесу. Он продал большую часть активов, оставив себе долю, достаточную для благотворительности, и посвятил свою жизнь помощи пожилым людям, оказавшимся в опасных условиях, словно пытаясь спасти других от той беды, которая уничтожила его собственную семью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.